Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Как они смотрят друг на друга. Девятое место. Чонгук раздевается для Тэхёна, тот прикусывает губу и подвисает, а Намджун, как всегда, пытается сделать вид, что он не с этой планеты, не знает этих людей и вообще в любой непонятной ситуации мама учила улыбаться. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Вигу и тайна третьего лишнего». Почему они никогда не остаются наедине? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Тэхён – причина искреннего смеха Чонгука. Седьмое место. Тэхён был очень близок к цели, но камеры не дали закончить начатое. Шестое место. Поведение пары. Чонгук поет «Я готов быть с тобой», глядя на Тэхёна. Щечки Тэхёна поднялись от улыбки, и он продолжал улыбаться после, слегка смутившись. Тэхён, который позволяет Чонгуку ловить его именно с этого ракурса. Пятое место. Слипаются как пельмешки. Четвертое место. Милые привычки Тэйкук.
Третье место. Новости. За рекламными кампаниями Тэхёна буквально невозможно угнаться. Крупнейшие международные бренды задействуют его образ в беспрецедентных масштабах. Кажется, его лицом сейчас украшено буквально все. Визуальное доминирование Тэхёна вышло на совершенно новый уровень. Главные телеканалы и медиаплатформы, гигантские 3D-билборды, огромные постеры, брендированные витрины и стильные инсталляции в магазинах. И каждый день что-то новое в другой стране, другом городе. Наша социальная бабочка. Она просто хотела привлечь внимание Тэхёна. Все началось с идеи сделать плакат на корейском языке. «Эй, Ким Тэхён, могу ли я быть твоей любимой, Аджумой, зрелой женщиной?» Она хотела произвести впечатление на Тэхёна, показав, что написала все сама, но в итоге так хорошо провела время в Texas Live, что у нее не осталось времени на подготовку плаката. Поэтому она решила попытаться привлечь его внимание другим способом. Она даже отрепетировала фразу, которую крикнула бы, если бы Тэхён пробежал мимо. «Ким Тэхён, ты мой самый любимый». Теперь остается только надеяться, что план сработает. Потому что, по ее словам, там было слишком много красивых людей. Ну что за бусинки? Наша коллекция пруфов, что Чон Чангук, феечка, постоянно пополняется. Как же шикарно он двигается. Хасок упомянул Тэйкук на своем сегодняшнем эфире. Тэхён с Чангуком сказали, что собираются пойти на тренировку после концерта, и я такой: вау, вот это парни дают, невероятно. И они реально только что ушли тренироваться, без шуток, просто поразительно. Как у них вообще остаются силы на спорт после такого? Я пошел за ними и тоже попробовал, но, честно говоря, меня ужасно клонило в сон. Для меня сам концерт – это уже полноценная тренировка. Наш спортивный бэдбой. Dreamers Чангука была использована в танцевальном номере коллектива Let's Dance на Дебреценском карнавале цветов, который является крупнейшим карнавальным фестивалем в Венгрии. Кроме того, выступление транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению по всей стране. Творчество Чангука давно вышло за рамки кей-поп, став частью глобальной культуры.
и его супер горячий бойфренд. Тэйкук всякий раз, когда они на каком-нибудь важном публичном мероприятии. Этот малыш так любит подурачиться. История от друга-фаната о встрече с Ви, Чангуком и Хобби. Мой друг только что встретил Хосока, Чангука, Тэхёна в Вуджу-Бансик, здесь в Торонто. Она не фанатка и рассказала нашим друзьям об этом через час позже, чтобы избежать того, чтобы люди шли туда только ради BTS. Она увидела, что у них была установлена камера на столе, так что она не хотела им мешать и просто тихо осталась в углу, ожидая свою доставку такпоки. Примерно через 10 минут Хосок первым ее поприветствовал, сказав «Аниангасея» — это официальное и уважительное приветствие на корейском языке «Здравствуйте». Они в итоге болтали около 40 минут. Она сказала, что Хобби был самым разговорчивым и описала его как самого яркого человека, улыбающегося все время. Она была в ступоре все это время, хотя она даже не фанатка. Но Хосока продолжал задавать ей вопросы. Он спросил ее, какие блюда хороши в Соному. Они заказывали еду для 4 телохранителей, так что она порекомендовала несколько. Потом Хосок спросил, какие еще корейские рестораны здесь были хороши, но она даже не могла говорить, потому что все еще была в ступоре. Потом Хосок спросил, сколько тебе лет. И Чангук был такой, почему ты спрашиваешь ее возраст? Она сказала 94. Хосок сказал, о, мы Дангэп. 1 год рождения. Она попросила, фотографироваться вместе нельзя, да? Извините, нет. А автограф взять нельзя, да? Извините, нет. Потом Чангук сказал, но я могу пожать вам руку, и она получила рукопожатие от него. Чангук спросил ее, придет ли она на их концерт завтра, а она сказала нет, потому что билеты слишком дорогие. Она сказала мне, что раньше встречала много знаменитостей, но ей показалось, что BTS – самые скромные и добрые люди. Другие знаменитости вели себя скорее с таким настроем: «Да, я звезда. Я лучше, я это и то, и к тому же красивее и симпатичнее», но у BTS этого совсем не было. Ох, и она сказала, что ее родной город тоже Ильсан, как у Намджуна. Она использовала его старое имя – Рэп-монстр. Потом Хосок так сильно засмеялся. Она не понимала, почему он так сильно смеется, но подумала, что он милый. Так грустно, что она не заинтересована в том, чтобы поехать на их концерт. Надеюсь, они не расстроились, услышав, как она говорит, что не поедет. По крайней мере, она дала им фальшивую отговорку «ха-ха». Ох, и она сказала, что Тэхён был очень красивым, она кричала мне на ухо. Ох, совсем забыл. Она хотела дать им что-то, так что взяла десерты и кофе из Луна, но они сказали «спасибо, но мы не можем их взять», поэтому она отдала все персоналу ресторана. Я поблагодарил ее за этот добрый жест и за то, что угостила персонал. Также упомянула, что телохранители BTS были очень добрыми и не слишком агрессивными. У нее был опыт с телохранителями других знаменитостей, и они склонны часто применять силу и говорить в пренебрежительном и грубом тоне. Почему именно эти неарми всегда имеют самое лучшее из самого лучшего удачу встретить их,
в самом случайном месте. Она сказала, что в ресторане не было ни души. Это так редкость. Ух ты, Вуджу Бансик популярен в Торонто. Моя подруга расплакалась, услышав это «прости», потому что она часто туда ходит. И я тоже живу в 10 минутах от того магазина, почему мне сегодня не захотелось так поки. По крайней мере, у них там было хорошее время наедине, я рада, к тому же это место очень маленькое. Итак, 4 телохранителя с 3 участниками равно 7 мужчин внутри уже сделало бы это тесным. Поэтому мой друг решил взять еду на вынос вместо этого. Спасибо. Пример взаимного уважения. Открытость артистов и деликатность обычного человека создали комфортную атмосферу, в которой случайный разговор стал для всех теплым и приятным воспоминанием. Какая красивая и счастливая улыбка. Чангук пару недель назад прокомментировал пост Мингю в Instagram, где был использован монтаж с эффектом клона, спросив, что это такое. И теперь он использует тот же эффект с другими инструментами. Он действительно гений, который превращает любопытство в мастерство. Легендарное сочетание красно-черная база. Тэхён в полном комплекте из коллекции Oji FV26 ATEI, знак доллара, Associated Press Rocky на первом концерте в Торонто. Комбинация юбка на запах и длинные брюки выглядит действительно интересно. Тэхён легко ломает рамки традиционной мужской одежды, и ему всегда так невероятно это идет. Oji – это творческое объединение и бренд одежды, созданный американским рэпером, продюсером и иконой стиля A, знак доллара, Associated Press Rocky. Тэйкук даже говорить ничего не нужно, когда они переходят в режим пары, это так естественно. Корейский певец Музи рассказывает о заботливой и доброй натуре Тэхёна, вспоминая старый инцидент. Был такой случай, когда я почувствовал себя очень виноватым перед BTS, и это заставило меня чувствовать себя довольно жалким. Это было на свадьбе кого-то, кого мы оба знали. Мы были на афтерпати, и в то время BTS уже были глобальными суперзвездами. Но тогда я все еще не запомнил лица всех участников твердо. Я пил бокал вина, когда кто-то подошел поприветствовать меня. Джин подошел, и я сказал: «Айгу, Джин, вы, ребята, так выросли теперь». И он вежливо ответил: «Ох, нет, Хён, ничего подобного. Я пойду. Надеюсь, вам хорошо здесь». Затем человек рядом со мной сказал мне: «Это был Ви». Парень, который подошел ко мне, не был Джином, это был Ви, но я сказал: «Ох, Джин». Я перепутал их. У них обоих односложные имена, знаешь. Дело в том, что он ушел, даже не поправив меня. Он не сказал «я Ви», просто вежливо поприветствовал меня и ушел. Он не поправил меня, чтобы мне не было неловко. Такие вещи случаются, но все равно я чувствовал себя так виноватым.
Чонгук, никто не спорит, что он твой. Чонгук и Намджун в Инстаграме оценили работы The Terrible Dogfish, а значит, можно официально считать, что планка красиво поднята до космических высот. Сначала смотришь на эти видео и думаешь, ну точно нейросеть, как вообще человек может так придумать и так идеально собрать? А потом видишь новый AI, и у тебя в голове происходит маленький переворот. Потому что это все руками. Реальные съемки, реквизит, костюмы, монтаж до идеального кадра. То есть кто-то реально сидел и выверял каждую деталь, чтобы получилось вот это темное, атмосферное, завораживающее волшебство. И когда такие вещи замечают мемберы, хочется просто аплодировать. Это про уважение к ремеслу, когда за легкой магией стоит огромный труд. Все нормально и хорошо, пока Тэхён не начинает действовать, и вот Чонгук уже не может не улыбаться. Рекордный опрос в США. Узнаваемость BTS достигла 42%, а уровень положительного восприятия вырос до 46%. Группа BTS продолжает укреплять свои позиции в Соединенных Штатах, достигнув рекордных показателей узнаваемости и положительного восприятия среди американской публики. Согласно данным глобальной компании по анализу музыкальных данных Luminate, во втором квартале 2026 года 42% опрошенных музыкальных потребителей в США заявили, что знакомы с группой BTS, что на 18% пунктов выше среднего показателя по всем опрошенным артистам – 24%. Еще более впечатляющим стал рост положительного восприятия группы. 46% респондентов выразили благоприятное мнение о BTS, что стало самым высоким показателем с момента начала сбора данных в 2021 году. Этот результат на 12 процентных пунктов превышает первоначальный показатель 2021 года. Big Hit Music отметила, что результаты опроса демонстрируют расширение аудитории BTS за пределы фандома. Последние данные опроса показывают, что BTS создали широкую базу общественной поддержки в США, которая выходит за рамки их фан-сообщества, говорится в заявлении агентства. Высокие показатели узнаваемости и положительного восприятия подтверждаются и коммерческими успехами группы. Их последний альбом «Ари-Рэнк» продолжает удерживать высокие позиции в чартах Billboard, а продажи физических альбомов и показатели стриминга в США остаются на стабильно высоком уровне. Эти достижения свидетельствуют о том, что BTS уверенно закрепляются в мейнстримовой американской культуре, сохраняя при этом прочную связь с преданными поклонниками. С самого начала выбрал себе Тэхёна. – 19 августа 2014 года вышел Dark и Wild альбом, в котором BTS показали свою дикую сторону без прикрас. И в каждом треке здесь свой оттенок этой дерзости. Danger бьет с первых секунд. Это тот самый вызов миру, громкий и бескомпромиссный, от которого мурашки бегут по коже. War of Hormone будто продолжает эту волну. В нем столько юношеской энергии и эмоций, что даже спустя годы он звучит как крик сердца. А в Let Me Know эта буря сменяется чем-то более личным. Тут уже не про бунт, а про уязвимость,
Про то, как тяжело бывает просить о честности и бояться не услышать ответа. Рэп-партии в BTS Cypher часть 3. Killer — это чистая сила и уверенность. Ребята будто собирают всю свою смелость в кулак и говорят ровно то, что думают. Рейн, напротив, тихий, задумчивый. Он дает передышку среди всей этой энергии, позволяя просто выдохнуть и почувствовать грусть по-своему. А Blanket Kick ловит ту самую смесь легкой обиды и нежности, когда хочется одновременно и спрятаться, и чтобы тебя все-таки заметили. Даже короткие вставки вроде интерлюд «Мвахей» работают как маленькие эмоциональные паузы, будто между громкими словами парни дают себе секунду тишины. А финальные треки мягко спускают с накала и оставляют послевкусие. Да, было громко, дерзко, местами больно, но это была их правда, без фильтров. Он словно хвастается тем, что Тэхён принадлежит только ему. GQ Spain в Instagram. Мы уже знали, что Чонгук стал новым вирусным лицом Chanel Beauty, и наконец-то увидели его первую кампанию для французского дома. Певец BTS стал лицом 1957 L X-Trade, одного из самых эксклюзивных ароматов бренда. Компания представляет собой серию интимных черно-белых портретов, в которых артист предстает в гораздо более сдержанном и личном образе. Компания моментально разлетелась по интернету, словно порох, или, учитывая, кто стал ее главным героем, словно Dynamite, и вновь подтвердила способность Чонгука превращать любой шаг в своей карьере в глобальный феномен. Как будто вечность были вдали друг от друга, они не виделись один день. Главный камбэк сезона на японских улицах. Чемпион делает ставку на безупречный визуал Ким Тэхёна. Бренд украсил фасады своих флагманских магазинов его масштабными кадрами, превратив обычный шопинг в эстетическое паломничество для армии. Когда спорт встречается с энергетикой Ви, устоять невозможно. Второе место. Это так интимно. Просто хочу сказать, что Чонгук послал поцелуй Тэхёну. Чонгук тогда был еще совсем малышом и не таким сильным, как сейчас, поэтому поднять Тэхёна было для него тяжело, но он ни на секунду не переставал улыбаться. Первое место. Чонгук лизнул Тэхёна, и никто меня не переубедит в обратном. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.